Всем привет, друзья! Сегодня буду готовить очень вкусное и сытное блюдо. Буду готовить нудли со свиными ребрышками в казане. Начну приготовление блюда с того, что подготовлю чесночное масло, тру на мелкой терочке 3-4 зубчика чеснока и добавляю 3-4 столовые ложки растительного масла. Вливаю в миску 450 грамм кефира. В кефир добавляю половину чайной ложки соли и четверть чайной ложки соды. Все хорошо перемешиваю. Дальше сюда я добавляю порционную муку и замешиваю тесто. Муки нужно добавить столько, сколько возьмет в себя жидкость. Тесто должно быть мягкое и не прилипать к рукам. Ну, вот такое вот мягкое тесто должно получиться. Где-то на 450 грамм кефира у меня ушло приблизительно, где-то примерно 500 грамм муки. У вас может уйти меньше или наоборот больше. Но слишком тесто забивать мукой тоже не следует. Убираю тесто в полиэтиленовый пакет, чтобы не высыхало, и даю отдохнуть тесто, а пока буду заниматься другими продуктами. Беру свиные ребрышки, хорошо их промываю водой. Убираю лишнюю влагу с помощью бумажных полотенец. С внутренней стороны ребрышек нужно удалить обязательно пленку. Теперь разрежу ребрышки на порционные кусочки, по одному ребрышку. Наливаю растительного масла в казан. Масло разогрелось. Теперь я отправляю обжариваться ребрышки в казан. Пока ребрышки обжариваются, не теряем времени и быстренько нарежем лук. 2-3 луковицы, в зависимости от размера, нужно нарезать на полукольца или на перья. Ребрышки обжарились, становятся такого вот приятного золотистого цвета. Дальше я сюда добавляю лук и вместе все это дело обжариваю. Огонь максимальный. Друзья, смотрите, ребрышки с луком обжарились, лук размягчился. Теперь делаю огонь на минимум и вливаю в казан горячей воды из чайника. Всегда вливаю горячую воду, чтобы не останавливать процессы приготовления. Вот видите, она сразу начинает кипеть. Вот так, чтобы ребрышки были покрыты жидкостью. Добавляю соль, черный молотый перец и 1 листик лаврухи. Накрываю крышкой и оставляю тушиться. Повторюсь еще раз, огонь минимальный. Пока тушатся ребрышки, в это блюдо также добавляется картофель, поэтому его нужно тоже нарезать на порционные кусочки. А на какие резать кусочки, опять же, решать вам. Кто-то любит покрупнее, кто-то поменьше. Но не забывайте, что картофель может развариться. Все это зависит от сорта картофеля. Я предпочитаю резать вот на такие вот кубики. Ребрышки потушились где-то примерно минут 15. Лавровый листик нужно убрать. Он отдал свой весь вкус. Дальше он начнет только горчить. Сюда отправляю картофель. Вот так вот засыпаю сверху на ребрышки. Еще немного добавлю водички из чайника, чтобы она наполовину покрывала картофель. И так как мы с вами добавили картофель и воду, нужно будет еще немного посолить. Накрываю крышкой, и пусть пока тушится, а я займусь тестом. Припыляем мукой стол обязательно. Достаю тесто из пакета.
Ну, такое, ну, знаете, вроде бы и ничего, но к рукам не сильно липнет, но мягкое. Наверное, сейчас я еще немножечко его замешаю, чтобы было полегче с ним работать. Теперь вот этот вот комок нужно раскатать в тонкий пласт. Раскатал тесто, вот такой вот у меня достаточно, в принципе, тонкий пласт получился. Ну и что, теперь, как вы помните, в начале видео я делал чесночное масло. Его нужно нанести на пласт по всему его периметру. Вот так можно кисточкой, можно, в принципе, руками. Ничего страшного. Ой, какой запах сейчас стоит. Масло пропиталось чесноком. И присыпаю мелко порубленным укропом. Теперь я скатываю все это в рулет. Так, а теперь этот рулет нужно порезать на булочки примерно где-то 2-3 сантиметров в высоту. Ну вот, нудли я накрутил. Блюдо у меня уже томится где-то минут 10, наверное, примерно. Давайте посмотрим. Кстати, по соли я пробовал. Достаточно, больше подсыпать не буду. Ну и теперь сверху я выкладываю нудли на картошку. Все так же маленький огонь, накрываю крышкой и где-то до готовности около 30 минут ждем. Потом будем пробовать. Кстати, что касается мяса, то я вот сегодня захотел приготовить это блюдо с такими замечательными ребрышками. Ну а вы можете использовать любое мясо по желанию. Свинину, говядину, курицу. Будет очень вкусно. Ну что, попробую. Картошка мягкая. Я не знаю, что здесь говорить. Это очень вкусно, если только вот сами нудли попробовать. Смотрите, это вот. Как я вам говорил, вот эти вот пирожки. Ну, блин, классно. С чесночком, с укропчиком. Мягкие. То есть, знаете, в прикусочку с картошечкой и ребрышками. Просто пуля. Это классное блюдо, сытное к тому же. Если вы никогда не пробовали такое блюдо, обязательно попробуйте, и оно может стать одним из ваших любимых. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Вы смотрели канал «Двойная порция». С вами был Александр. До скорых встреч, друзья!